Привет, друзья и гости международного канала Алга Петербург. Я Саша Карельский, и у меня для вас есть небольшое откровение. Как вы знаете, совсем недавно на телеканале «Россия-1» вышла передача «Привет, Андрей». Друзья, я уверен, что вы уже все неоднократно посмотрели этот выпуск, поэтому нет смысла его пересказывать. Выпуск получился замечательный, открытый, добрый. Димаш чувствовал себя там в своей тарелке, это самое главное. Но есть одна вещь, которая никак не дает мне покоя. И я бы хотел этим наблюдением с вами сегодня поделиться. Когда этот певец появляется у нас в программе, тысячи комментариев со словами «Наше солнышко! Димаш!». Но прежде чем поделиться с вами своими наблюдениями, я бы хотел сделать небольшую предысторию. Несмотря на то, что я родился в Санкт-Петербурге, был достаточно большой промежуток времени в моей жизни, когда я жил в деревне. Но несмотря на это, родители пытались вложить максимум воспитанности в мой характер и определенные нормы приличия, которые я должен был соблюдать. Я до сегодняшнего дня помню вещи, которые родители старались во мне воспитать, а именно всегда быть улыбчивым, доброжелательным, первым здороваться с людьми, пропускать их по возможности, открывать женщинам дверь, помогать детям, мамам и людям, которые нуждаются в помощи. И для меня было в какой-то момент странным, когда я, прожив вот эту часть жизни в деревне, вернулся обратно в Санкт-Петербург получать высшее образование. И я помню, как тогда впервые я начал сталкиваться с каким-то непониманием. Когда, например, я, заходя в подъезд, в парадную, начинал здороваться с людьми, которые из нее выходят, и на меня так смотрели таким странным взглядом, мол, что ты с нами здороваешься, мы тебя не знаем. Вот. Потом очень часто такие вещи происходили, и когда я пытался кому-то открыть дверь, уступить кому-то место. Многие с непониманием даже могли обижаться на какие-то вещи. И тогда во мне впервые зародилось какое-то сомнение, а правильно ли меня воспитывали? Потому что ряд привычек, которые я в себе выработал, вдруг начали находить какое-то сопротивление. Потом, уже будучи студентом, я начал наблюдать, как, например, мои сверстники или просто студенты могли даже пренебрегать какими-то нормами культуры, приличия. Вот. И для меня это казалось странным. Но они говорят, ну а зачем это делать так же проще? Вот. Сейчас это уже не модно, это какой-то пережиток прошлого, что сейчас чем проще, тем легче, тем свободнее. Вот. Это якобы упрощает коммуникацию, а вот это все какие-то официальные ритуалы, которые как бы никому не нужны, и которые уже в современном мире не понимают. Или понимают далеко не все. Или это осталось где-то там, с бабушками и дедушками. Я тогда, помню, испытывал дискомфорт. И в какой-то момент я перестал здороваться с людьми. Потому что понимал, что смысл здороваться, если они не отвечают тебе взаимностью. Вот. Потом в какой-то момент я начал ощущать то, что я сейчас говорю исключительно про город. В городе на каких-то вечеринках, встречах, в компаниях люди начали делать то, что сейчас называется стёбом. А именно подстёбывать друг друга, шутить друг над другом. И порой эти шутки были не то чтобы неуместны, а они иногда были какие-то колкие, какие-то едкие. И потом уже общаясь, например, в каком-то другом кругу лиц, я поднимал этот вопрос, и я не понимал, что вроде как иногда человек настолько широко и сильно открывает душу и где-то действительно пытается быть откровенным, а человек вместо того, чтобы поддержать это откровение и наладить какую-то взаимность, наоборот, начинает как-то отшучиваться, подстебывать. И ты думаешь,
опять как бы вот тот же самый удар по голове тебе. Бам! Мол, зачем ты это делаешь? Зачем ты откровенничаешь сейчас? То есть это людям не нужно. И я заметил со временем, что сам диалог между людьми, само взаимодействие вместо культурной, интересной, открытой беседы все чаще и чаще превращалось в тот момент, кто над кем успеет подшутить, подколоть, как-то едко отреагировать, подстебнуть. И все превращалось в веселые посиделки, где все друг над другом подсмеиваются, подшучивают, но посиделку, в которой нет вот такого искреннего, по-настоящему душевного общения. И еще один такой момент, что я всегда замечал за собой, что я все равно как будто бы человек немножко советского склада характера. Мне близки персонажи советских кинофильмов. Я очень люблю советские фильмы. И вот та доброжелательность, то общение, которое царило в тех фильмах, оно очень близко мне. И я могу сказать, что вот то же самое настроение, то же самое отношение и открытость людей я встречал в двух странах, в которые мне приходилось побывать. Это Белоруссия и Казахстан. Вот перемещаясь туда, приезжая туда в гости, я вдруг чувствовал, что я вот из жестких условий города перемещаюсь в какую-то совершенно другую страну, где люди еще ценят по-настоящему человеческое общение. Люди, которые еще готовы быть открытыми. Люди, которые тяготеют к тому, чтобы пообщаться, открывая друг другу какие-то мысли, может быть, даже сердце. И как же сложно обстояли дела вот с этим человеческим общением, когда я находился в городе Санкт-Петербурге. И вот точно такой же эффект я словил, наблюдая за передачей «Привет, Андрей». У меня сложилось впечатление, что Димаш, вот он как раз, вот все называют Димаш другой, Димаш не такой, Димаш светлый. А мне кажется, Димаш, вот он настоящий. И порой он даже не готов к тем шуткам, к тем приколам, которые отмачивали те же самые звезды, которые сидели с ним за столом. Потому что вроде как его вызывают на разговор, задают ему какой-то вопрос, он пытается в этом вопросе, в этой теме быть откровенным, сказать действительно то, что находится у него на душе, и тут же он получает какую-то, не то чтобы пощечину, а мощный какой-то укол, какую-то шутеечку, какую-то остроту. И Димаш Бах понимает, что он как будто бы попался на крючок. Потом вроде дальше опять открывается какая-то другая тема. Он опять начинает изливать душу, рассказывает то, как оно есть на самом деле, то есть полностью открытый, незащищенный человек. И тут вдруг опять какая-то ухмылочка, какая-то хохма, и все сразу опять перевели в другое русло. И вот этот вот разговор, и вот то, что происходило на передаче «Привет, Андрей», меня полностью окунуло вот в ту ситуацию, вернуло, так сказать, меня в ту ситуацию, которую я испытывал в студенчестве, когда как раз находился на тусовках и входил, так скажем, в тусовки студентов. То есть такой приехал открытый парень из деревни, который со всеми здоровается, который уступает, который отодвигает стул, говорит: даме присаживайтесь, снимает пальто, вешает на вешалку. С такими молодыми ребятами, которым чужды эти вещи, они кажутся уже странными, архаичными и уже пережившими то время, в котором они сейчас находятся. Мне очень хотелось поделиться с вами вот этим ощущением. И вы знаете, конечно, я согласен, что сейчас уже действительно не то общение. И между молодежью не то общение. Как-то все как будто бы упраздняется, упрощается. Сленг становится более простой, слова становятся более простыми. Все хотят, сейчас уже редко кто к кому обращается на «вы». Все упрощается до такой степени, что уже там парень может сказать взрослому дядьке: «Эй, привет, как дела?»
там, скажи, как добраться до библиотеки, да, скажи, как добраться, скажи, а этот автобус идет туда. Раньше для меня это казалось не то чтобы непозволительным, а даже как-то оскорбительным, потому что я никогда не мог подойти к взрослому человеку и сказать: эй, скажи, я правильно сейчас иду, чтобы дойти туда-то, например, да? Я должен был сказать: здравствуйте, извините, пожалуйста, а не подскажете, который сейчас час? А не подскажете, на этом автобусе я смогу доехать до парка 300-летия, например? То сейчас это уже не то пальто, как многие сейчас говорят в интернете. И да, с одной стороны, понимая, что никуда от этого не деться, а с другой стороны, жаль, что какие-то вещи из культурного, уважительного общения мы потеряли. И, возможно, ту самую искренность, которая так сочится из советских фильмов, нам сейчас не хватает и в современных передачах, и в современных фильмах, потому что все превратилось в шоу. Передача превратилась в шоу, музыка превратилась в хит. Люди перестали друг другу доверять, люди перестали открываться. Не знаю, удалось ли мне донести свою мысль до вас, вот, но такое чувство меня посетило во время просмотра передачи «Привет, Андрей». Хотя в общем и целом выпуск мне очень понравился. Напишите свои впечатления, эмоции об этой передаче. Но если кто-то вдруг почувствовал то же самое, что и я, буду рад разделить с вами дискуссии в комментариях. Всем спасибо за просмотры, до свидания, до новых встреч. Если фильм вам понравился, поставьте лайк, подпишитесь на канал и включите уведомления, чтобы не пропустить важные новости о любимом артисте. Будьте здоровы, будьте счастливы и успехов вам! Команда Алга Петербург.